стиль «Сгоревшее яйцо». Но люди будут говорить, что это AI. Я хочу стиль «Ты из его». Мое это абсолютно богично. Когда говорят про ренессанс, не имеют в виду ренессанс. Создатель просто выдумал это как шутку. Сакими-чан буквально бог рисования. Я так люблю Аями Кодзиму. За садовой оградой, о боже мой. Привет, я Мила. Сегодня мы продолжим разговор на тему арт-стилей, только на этот раз мы будем обсуждать не те стили, которые бесят арт-сообщество, а те, которые оно любит, обожает, одержимо ими. На фоне Speedpaint с одним из фреймов 4-й полоски 3-го эпизода моего вебтуна. Первые 2, кстати, уже загружены в телегу, приходите взглянуть, ссылка в закрепе. Кроме комикса я там публикую и другие свои работы, полноценные скетчи, сценарные черновики и так далее. И поехали! В первой части ролика мы обсудим по большей степени именно стили артов, а во второй уже художников с их уникальными стилями, по мнению комментаторов. Кстати, распределение не по рейтингу популярности, это бы меня вообще убило, подсчитывать такое в тысячах комментариев. Это просто самые часто упоминаемые стили и художники. Вы можете сами при желании им организовать рейтинг или написать свой собственный, скажем, на 3 места. Итак, первый у нас гиперпоп, который нравится большому количеству людей, а некоторые даже хотят научиться рисовать в нем. Вот, собственно, комментарии об этом. Судя по всему, за основу берется традиционный поп-арт, и он как бы доводится до предела. И если есть желание попробовать этот стиль, то стоит учесть главные его фишки. Это неоновые и кислотные цвета. Часто попадаются арты также с глич-эффектом. Ну и в них есть такая эстетика технологий 2000-х с футуристическими киберштуками разными. Композы часто перегруженные, так что пихать можно все. Тут ценится максимализм, стикеры, блестки, эмодзи и интернет-иконки разные. Следующий у нас непоследовательный стиль. Обожаю намеренно непоследовательные стили. Я хочу рисовать в нескольких стилях, но люди будут говорить, что это AI из-за того, что стили разные. Я не думаю, что об этом стоит переживать. Если вы рисуете в непоследовательном стиле и думаете, что вас обвинят в использовании AI, не бойтесь. Художники, у которых есть немного опыта, точно этого не сделают, потому что даже рисуя в разных стилях, все равно улавливаются черты конкретного художника. Его опыт, навыки, вкусы, у AI точно такого нет. Там действительно картинки, будь-то из разных вселенных. Такие профили легко отличить от галерей реальных художников. И по большей степени непоследовательный стиль характерен для художников, ищущих себя или новичков. И если не искать себя, то как тогда найти, что нравится? Так что, если кто-то переживает, рисуя в непоследовательном стиле, что вас не видно за ним, это не так. Очень хорошо видно по разным нюансам, которые уже вас формируют как художника. Я хочу стиль Тетеизиво, но у меня получается чиби. Вообще в зарождении этого стиля, кажется, есть что-то похожее с желейным, так как эту стилистику, как я поняла, придумала художница, и теперь ее ником называют весь стиль. И еще я нашла такое объяснение, что эта художница взяла желейный стиль, проапгрейдила его в своем таком духе, и теперь вот получился новый. Если хотите рисовать в таком стиле, то его отличительные черты. Большие глаза в стиле желе у нас остаются, но добавляется монохромная или пастельная цветовая гамма. Лайн мы перекрашиваем в цвет близкий к основным, но делаем его где-то на тон или 2 темнее. И дальше у нас моэ стиль. Люблю моэ стиль, особенно в аниме. Наверное, моэ или такие девчачьи мультяшные стили начала нулевых. Мне хочется иногда рисовать в них, даже если это не будет мой основной стиль. Моэ так сложно сделать действительно красивым. Моэ это абсолютно богично, но я буквально не могу. Миленький моэ стиль. Мне нравится, какой он милый и яркий, но самой мне больше нравится рисовать что-то мрачное. Тут уже в комментарии про нулевые, собственно, и сказали, откуда ноги растут. Развиваться этот стиль на полную начал, кажется, еще с 80-х или 90-х.
Но ходит такая легенда, что он получил свое название от героини Моэ Сагисавы или от Хатару Тамоэ. Я так понимаю, они эталонные миленькие девушки этого стиля, на которых он впоследствии и равнялся. Так что по большей степени он связан именно с миленькими юными пани. У меня он ассоциируется с Чии из Чобитов. Я в 17 хотела быть прошаренной в аниме, и мне тогда какой-то old man сказал, что я не true, если не смотрела Чобитов и Еву. Так что я решила стать true и пошла смотреть. Посмотрела несколько серий, поняла, что не сдалось мне это ваше true, и вернулась к аниме, осуждаемому истинными атаку. Или, как бы сказали истинный атаку, ты неправильно говоришь атаку, надо говорить отаку. Но образ выглядящего половозрелым робота, но ведущего себя как двухлетка, у меня застрял в памяти. А уж как вспомню того мужика, который говорил, что он хотел бы себе такую девушку. Ой, все, короче. Осуждаю его нахрен. Тот случай, когда хочется время отмотать и в срач вступить. Современное аниме. Я нормально могу рисовать аниме 90-х, но новое вообще не дается. Я не слишком шарю в современном аниме. Я как-то на сериалы перешла уже давно, поэтому картинки только тех, которые смотрела за последние годы. Есть и другие, конечно, но названия я, к сожалению, не помню. Так что можете назвать свои любимые современные аниме, стиль которых вам нравится. Правде говоря, я сейчас больше не на стиль обращаю внимание, а на количество кадров. Или на то, насколько 3D-графика, естественно, смотрится, если оно с 3D. Следующий — семиреализм. Семиреализм, но со стилизацией под аниме. Как же я хочу уметь так рисовать. Вообще, чистый семиреализм содержит в себе в целом реалистичные пропорции, текстуры, свет, но часто все это в преувеличенном или приукрашенном виде. Из разряда глаза можно нарисовать покрупнее, нос поменьше, талию поуже, ноги подлиннее. Но при этом всем персонаж все равно должен выглядеть достаточно реалистично, чтобы в него можно было поверить. А дальше вы уже варьируете, сколько стилізації отсыпать, а сколько реализма. Все по вкусу, в общем. У нас є інші ще модельки. Ви не виправдовуйте себе. Что и написал один из комментаторов, собственно, что ему нравится не семиреализм в чистом виде, а с большей стилизацией. Вы видели сквиглизм? Они есть в инсте. Он такой жутковато красивый, одновременно простой и сложный. Я просто обожаю этот стиль. Я сначала, когда бегло прочла этот комментарий, подумала про стиль сквиглизм. Хотя до меня никак не могло дойти, почему он кажется жутковатым, простым и сложным. Я даже пошла искать картинки в этом стиле, потому что решила, может, кто-то реально какой-то мрачняк рисует или рисовал в нем. А закорючки эти кажутся простыми и сложными, потому что складываются в иллюстрации. А потом я перечитала еще раз, и до меня дошло, что это ник. Я просто в первый раз внимания не обратила на апостроф с «с». И вот так я попала на художника с ником Сквиглизм, который не рисует в стиле сквиглизм, и его картинки действительно вызывают все то, о чем и говорил человек в комментарии. Стиль «Сгоревшее яйцо». Я столько раз пыталась, и все безуспешно. Прежде чем я покажу арты в этом стиле, я должна показать вам еще вот такой комментарий, который был сразу под этим. Создатель просто выдумал это как шутку, чтобы посмотреть, будут ли люди использовать этот термин. И, похоже, сработало, да? Шутка вышла из-под контроля и основала стиль в арте. Я не знаю, правда это или нет, но если это правда, то это очень забавно. Почти 1000 человек лайкнуло комментарий, что хотели бы рисовать так. Я так понимаю, что в этом стиле, будем его таковыми считать, ну а что, люди используют этот термин, а значит он уже существует. Главным образом в нем важен контраст и тон. Кто хочет рисовать в этом стиле, самый простой способ найти картинку со сгоревшей яичницей, перевести ее в ЧБ и рисовать, опираясь на ее тон и контраст между светлыми участками и темными. Теперь немного классики. Реализм. Это так круто, но я бы никогда так не смог. Реализм. Реализм. У меня к нему огромное уважение, но сама мысль о его изучении кажется такой выматывающей. Реализм разбивает сердце, но однажды я бы очень хотела попробовать.
в реализме важен. Ну, вы поняли, да? Не слишком-то загадочное название. Я тоже люблю реализм и братство прерафаэлитов, но об этом дальше. Я обожаю сюрреализм, но у меня нет никаких оригинальных идей. У меня двоюродная сестра в нашем детстве часто под нос стишок рассказывала. На столе лежит глаз, под столом стоит таз, а в тазу лежит нос. Это я его принес. И после каждых 4 строчек вставляла: эх, авангардизм, сюрреализм. Нам было по лет 9-10. С тех пор, когда я что-то слышу про этот стиль, то каждый раз у меня в голове возникает ее голос вот с этим самым стишком. Что в целом, в принципе, недалеко от истины определения сюрреализма. Но, к сожалению, я сюрреализм не понимаю. И не могу им проникнуться. Пронесло. Так что каждый раз испытываю искреннее любопытство, как этот стиль вообще видят другие люди, которым он очень нравится, потому что мне он кажется каким-то таким жутковатым, а отсутствие логики меня пугает. Некоторые художники зарисовывают свои сны в этом стиле, насколько я знаю. Но вот опять же, так как я вижу очень логичные и последовательные сны с четким сюжетом, где есть завязка, конфликт, иногда развязка, то для меня в этом сновиденческом контексте этот стиль тоже выглядит чем-то нереальным. Но даже если учесть, что однажды мне приснилась Мэрилин Монро в образе паучихи, то там это было тоже в рамках сюжета общего. Я получила должность режиссера снов, и меня вводили в курс дела, что является популярным во снах людей. Оказалось, что паучиха Мэрилин Монро выходит уже из моды, и мне не стоит пихать ее в каждый сон к людям. Признавайтесь, кому снилась паучиха Мэрилин? И расскажите, если вам нравится этот стиль, что именно вас в нем привлекает? Мне правда очень интересно это узнать. И вот мы подошли к некоторым стилям с неоднозначными трактовками. Искусство Ренессанса. Я хочу рисовать Ренессанс, но даже человечка из палочек не могу нарисовать. Вот это у нас картины эпохи Ренессанса. И в чем проблема, спросите вы? Или не спросите, что вероятнее. Но я это сделаю за вас. Так вот, штука в том, что в ТикТоке, когда говорят про Ренессанс, не имеют в виду Ренессанс. И, похоже, происходит это явление то ли из-за подборок на досках Пинтереста, то ли это явление самого ТикТока, но под Ренессансом часто имеют в виду какое-то общее настроение, что ли, пастельную гамму, цветы, светлый тон, рюши, оборки и так далее. А картины могут быть и из импрессионизма, и что-то современное, имитирующее масляную живопись, и салонная живопись тоже встречается в этом Ренессансе. И второй у нас стиль скинволкер – это средневековый арт. Я обожаю средневековое искусство, но его так сложно повторить. И вот тут тоже чаще всего люди подразумевают не арты эпохи средних веков, а арты братства прерафаэлитов, которые рисовали в насыщенной цветовой палитре, со сложными композами, детально и реалистично изображали природу, а вдохновлялись итальянским искусством до эпохи Возрождения. И вот они как раз часто рисовали средневековые, романтические или религиозные сюжеты. Мне самой очень нравятся их картины, я не знаю. От них веет такой немного мрачнятинкой, но при этом такой сочной и с характером, что я просто в восторге сама от этого стиля. И следующий комментарий. Мне так нравилось изучать Ар-Нуво на уроках, я клянусь, мне хотелось кричать из-за этого. Здесь тут не просто Ануво, оно тут упоминается в рамках Альфонса Мухи, как вы, собственно, и видите по ролику. Стиль Альфонса Мухи безумно сложно повторить. Этот и очень старый традиционный японский стиль. Я люблю Альфонса Муху, его работы прекрасны. Да, просто да, Муха навсегда. Помню, когда мне попались его работы в первый раз, то самой захотелось попробовать нарисовать что-то такое же, а потом я увидела огромное количество художников, которые рисуют похожие работы, и решила от этой мысли отказаться. Но, возможно, когда-нибудь в качестве эксперимента я все-таки попробую. Я бы продал душу, лишь бы эта женщина что-нибудь для меня нарисовала. Я так люблю Аями Кодзиму.
Обычно художники свои арты оценивают в деньгах, а не душах. Хотя, возможно, я пока просто не на той ступени развития. Но я согласна с комментатором, работы и правда очень красивые. У этой художницы есть и более позитивные картины, но я выбирала на свой вкус. Так что, если вам интересно взглянуть на другие, то можете поискать. Их довольно много. Кстати, эта художница работала над видеоигрой Castlevania. Я с этим проектом не знакома. Кажется, у меня на Netflix закладка только висит на аниме по этой игре, но я пока его так и не посмотрела. И для передышки комментарий, который меня позабавил под видео художника, который огорчен своим текущим скиллом. Будьте благодарны, я вообще не умею рисовать. Это вот вечная несправедливость, как бы твой скилл ни рос, ты всегда остаешься им недоволен и равняешься на тех, кто недосягаем на данный момент. Скилл вырастает, появляются новые художники для восхищения, и в итоге ты всегда живешь вот с ощущением вот этого вот графика, а некоторые художники так вообще как радуга. Ты растешь, учишься новому, делаешь шаги вперед, а они от тебя всегда на одном и том же расстоянии и даже не приблизились на миллиметр. Мне очень нравится стиль Котори. Я просто обожаю Котори. Я так счастлива, что сейчас ее наконец начали замечать. Я буквально готов отдать что угодно, лишь бы рисовать как Котори. Я люблю Котори с первого дня. Стиль Котори просто... Человек тут захлебнулся у нас эмоциями. Настолько прекрасный. Мне кажется, что у нее каждая работа выглядит буквально как готовая открытка. Даже вот скетчевая. Очень стильно смотрится этот стиль. Так что я совсем не удивлена, что у художницы огромное количество оценителей, а еще она мангака, кстати. Так что, если интересно, можете почитать. Си-Файви буквально бог рисования. Как я поняла, этот художник наиболее известен созданием фанартов по Хайкью, Человек-бензопила и Хантер из Хантер. Картиночки его мне тоже понравились, очень красивые. Арт Гакуракугай выглядит так вкусно. Гакуракугай — это манга, так что имеется в виду, думаю, ее художник Юта Сана. Парочка этих персонажей прям отлично смотрится вместе. Очень люблю такие контрасты в характерах, стиль автора тоже шикарен, одновременно выглядит современно и олдскульно, что я сразу кучу старья вспомнила, такого как Ди Грейман или Нана. Сакими-чан, мне нужно научиться рисовать в этом стиле. Не потому, что я проблемный, а потому, что ее стиль прекрасен, и мне это нужно. А что тем, кому нравится Сакими-чан, считаются проблемными? Я просто думала, что сейчас массовый интерес к ней спал, и, собственно, на этом все. Помню, сколько мифов вокруг нее и ее продуктивности вертелось. Она рисовала по куче артов в неделю еще до того, как нас накрыло цунами из яичников. И я даже один миф сама допускала как возможный, что Сакими-чан — это не просто один художник, а целая команда художников под этим брендом. Мне просто показалось, что в какой-то момент, будто ее арты отличаются скиллом друг от друга, и более старые работы оказались гораздо выше по уровню, что ли. Но, возможно, это просто казалось, так как она много старалась создавать контента и начала некоторые моменты упрощать уже. Ну, возможно, я не знаю. Хотя, возможно, я просто не шарю, так как активно за ней не следила, даже когда она была на пике, но все-таки у меня было несколько сохраненных ее работ. Хотя на тот момент я еще даже сама не рисовала, а когда начала рисовать, то отовсюду начала слышать ее ник только в качестве какого-то пренебрежения. Не знаю, с чем это было связано конкретно, но ощущение, лично у меня было такое, будто более скилловые художники злились, что она получает много денег за картинки 18+, имея при этом скилл ниже, чем у них. Лейн Деккер и Элли Джан, типа, черт возьми, мне нужно научиться рисовать настолько красивый стиль и встроить его в свой. Кто у нас Элли Джан? Элли Джан? Лису. Кто Лису? Ты Лису. Булочка. Элли Джан художница из Филиппин. Я зашла к ней в Твиттер и ТикТок, но оказалось, что она там последний раз появлялась в 2023 году. Надеюсь вообще, что у нее все в порядке. В комментариях ее подписчики до сих пор хотят, чтобы она вернулась. Вы посмотрите только вообще, какую она красоту рисует, да? Картинка с котиком прям волшебная. Второй упомянутый художник в комментарии Кристиан Лейндекер, это не наш современник.
Рисовал он для постеров и обложек журналов уже больше столетия назад. Кстати, кажется, на канале Прока есть стрим с разбором его стиля. Я когда-то его фоном включала себе. Эти китайские художники, которые делают просто безумно красивые работы. Мне тут даже нечего особо сказать. Китайские художники очень трудолюбивые, очень много часов тратят на свой скилл. Это не генетическое нечто, как любят многие в шутку или не в шутку говорить. Это действительно огромное количество труда и терпения. Gorillaz. Меня этот стиль завораживает. Если быть уж прям очень честной, Я знімаю цю маску. Просто її знімаю, викидую. Вона мені не потрібна. то я до того, как начала рисовать, не любила западную стилизацию, у которой были какие-то свои яркие черты и фишки. В плане Диснея любила, остальное нет. Скорее, это из-за того, что я с детства привыкла смотреть аниме и Дисней только, так что новые стили я вообще в анимации не воспринимала. И вот когда я начала рисовать, то поняла, что те вещи, которые мне не нравились, в действительности очень стильно и круто выглядят. Комиксы западные мне тоже не нравились, я мангу покупала, но сейчас я обожаю западные комиксы. Каждый фрейм — это просто нечто невероятное. Я свою Сабрину несколько раз перечитала уже вдоль и поперек, так что теперь я прекрасно понимаю автора этого комментария. Стиль Gorillaz шикарный, как и треки. За садовой оградой, боже, сколько лет прошло. За садовой оградой упомянули, за садовой оградой упомянули, за садовой оградой, о боже мой. Я не смотрела, к сожалению, этот мульт, но меня прям заворожило освещение на некоторых кадрах, когда я примеры подбирала. Смотрится невероятно мистически и волшебно. Даже не знаю сюжет, только по нему, по освещению, в смысле, можно примерно догадаться, о чем это шоу. Если вы смотрели, то расскажите, влюблены ли вы в этот стиль или нет. И последний мемный комментарий. Это буквально я, когда искала материал для ролика. Вот что я чувствую, листая комментарии. На этом все. Мы обозрели с вами стили и те, которые не нравятся, и вот теперь те, которые нравятся. Если появится что-то новое, то я постараюсь вам принести. В общем, буду держать руку на стилях. Если у вас есть какие-то предложения, что вы бы хотели послушать еще, то я с радостью их выслушаю. Если нет, то можете черкнуть пару строк в комментарии для поддержки или чтобы высказать свое мнение по нашей теме. И спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось, подписывайтесь на канал и не забывайте отдыхать и хорошо питаться. И пусть ваш стиль обретет 1000 поклонников. Папа.